Представь утро, которое не отличается от сотен других. Обычную семью, мирно живущую на севере Ирака. Девочку Арин, Асмин, Банже, Арию и Гулан. Их братьев Барзана, Лорана и Мако. Мама с дочерями приготовила завтрак. Отец давал наставления сыновьям. Никто из них не знал, что им осталось 30 минут. В апреле 1987 года мы решили депортировать всех сельских жителей, чтобы изолировать подрывные элементы. Мы сделали это в 2 этапа. Первый начался 21 апреля и продолжался до 21 мая. Второй этап проходил с 21 мая по 21 июня. После 22 июня все, кого арестовывали в этих районах, подлежали немедленной казни, без всяких разговоров, в соответствии с директивой, которая все еще остается в силе. Али Хасан Аль-Маджид, брат Саддама Хусейна. Это был один из многих тысяч городов, в котором жили люди, со своими страхами, надеждами, мечтами и повседневными проблемами. Но через 30 минут их больше не будет. Никого не будет. Это иприт. А это зарин. Не спрашивайте, откуда у меня это. 100 мл любого из этих веществ хватит, чтобы убить более 10 тысяч человек в течение пару минут. Мгновенная и мучительная смерть, удушье и полный отказ нервной системы. Именно эти химикаты сбросят на эту семью. Когда город забрасывали смертоносным химическим оружием, никто не думал об Арин, ее брате Лоране и о всей их семье. Никто не думал, сколько тысяч жизней и сколько тысяч семей это унесет. Никто не произнес их имен. Только слепая ненависть и сотни бомб, напичканные боевыми отравляющими веществами. И знаете что самое страшное? Долгие годы многие из этих виновных не несли никакого наказания и даже союзничали с многими развитыми странами. 182 тысячи убитых, 700 тысяч человек были перемещены в концлагеря, более 1 миллиона стали беженцами. Смерть одного человека мы воспринимаем как трагедию, смерть тысяч как статистику. Вот что вы чувствуете, когда я говорю, что в Халабже за несколько часов погибло 5000 человек? Ничего, абсолютно ничего. Они для вас никто, просто человеческая масса, где-то там далеко, которая не имеет к вам никакого отношения. А теперь представьте, если бы те самолеты, вооруженные бомбами с зарином, прямо сейчас ударили по вашему городу. Улица быстро начинает покрываться легким дымом, напоминающий лесной туман. Многие люди замирают на месте с недоумением и страхом, глядя на странный дым, не зная, куда бежать. И вот дым касается первых людей. Кто-то пытается им помочь, но растерянность и крики смешиваются с хаотичными движениями толпы. Люди начинают падать на землю от удушья. Все начинают понимать, что происходит. Некоторые закрывают лицо руками или шарфами, но остаются на улице, не понимая, что надо уходить с ветром. Кто-то стоит и снимает все на телефон, замерев между любопытством и ужасом. А ведь нужно бежать. Согласитесь, эта история за душу берет. Намного сильнее, чем та катастрофа 30 лет назад. Хотя тут даже никакого химического оружия. Просто фантазия. То, что произошло в Халабже, это не миф и не легенда, и не какая-то там далекая история. Это было совсем недавно и подтверждено 23 странами. В этом ролике мы разложим все по косточкам. Кто отдал приказ уничтожить курдов? Почему для химической атаки выбрали именно город Халабджа? Что видели и чувствовали очевидцы? И главный вопрос, могла ли эта катастрофа не произойти? Я расскажу, как принималось решение сбросить химическое оружие. И прямо сейчас вы узнаете,
про самый последний геноцид 21 века. Что вообще такое Анфаль? С иракского добыча или трофеи? Данная кампания была нацелена на курдов, в результате чего было уничтожено 80% всех существовавших на тот момент курдских сел, деревень и городов на севере Ирака. Целью была ликвидация курдских повстанческих группировок и арабизация курдских земель, в частности богатые нефтью районы Киркука. Иракцы совершали зверства над местным курдским населением, в основном над мирными жителями. Несмотря на то, что многие иракские арабы отрицают массовые убийства курдских жителей, как когда-то среднестатистические немцы отрицали Холокост, Анфаль стал важным элементом, составляющим курдскую национальную идентичность. Итак, по порядку, что мы знаем о курдах? Первое, курды – крупнейший безгосударственный народ, их на минуточку 45 миллионов человек, которые на протяжении столетия стремились к своей автономии. Второе, основное место проживания Ирак, Иран, Сирия и Турция. Именно с ними в последнее время воюет Эрдоган. Третье, невероятно воинственный народ, известный как воины и партизаны, которые даже помогли США свергнуть ИГИЛ. Чтобы понять, почему Саддам Хусейн решился на операцию Анфаль, важно понять, что стало катализатором. Погрузимся в историю. После распада Османской империи курды, жившие на севере Ирака, оказались разделены новыми границами. В 1958 году иракский генерал Абдель-Карим Касем совершает военный переворот. Классика в то время. В итоге монархический режим был свергнут и провозглашена Республика Ирак. Новое правительство провозглашает равенство арабов и курдов и партнерство народов страны. Уже тогда в Ираке действовала курдская демократическая партия во главе с Мустафой Барзани. По словам Международного комитета Красного Креста, новое иракское правительство подтвердило партнерство арабов и курдов в едином государстве, и на короткое время курды заключают мир с режимом Касема. В 1961 году началась первая крупная война курдов с Багдадом, но спустя пару лет к власти приходит партия Баас и казнит Касема. Приход баасистов также привел к кровопролитным конфликтам и переселению курдского населения. Но спустя 5 лет войны с курдами они сменяют тактику конфронтации на переговоры. Уже в марте 1970 года иракское правительство и курдские лидеры подписали меморандум, предусматривавший создание одного большого автономного региона, собранного из всех районов с курдским населением. Однако новый закон оказался снова неприемлемым для курдов, и вооруженное сопротивление возобновилось. В ответ Ирак начинает массовые бомбардировки всех северных курдских поселений, и снова началась война. В результате поражения курдское движение было вынуждено принять крайне невыгодные условия. Ирак ограничил курдскую автономию 3 провинциями – Дахук, Эрбиль и Сулеймания, а стратегические районы, в первую очередь нефтеносный Киркук и Кханакин, подверглись насильственной арабизации. При этом на границе с Ираном и Турцией сотни сел были уничтожены, а десятки тысяч крестьян переселены в южные районы Ирака или заставлены селиться в подчиненных правительству анклавах. К концу 70-х, началу 80-х ситуация обострилась. Курдские партии получают поддержку Ирана и начинают вооруженную борьбу с удвоенной силой. Почему не получили поддержку Ирана? Параллельно с событиями, о которых мы говорим, между Ираком и Ираном шла ожесточенная война, которая началась в 1980 году. Курдское население, страдавшее от угнетения, выступало на стороне Тегерана. Это было логично, ведь Иран мог помочь избавить их от тирании Хусейна. А еще из-за такого, по словам Хусейна, ножа в спину, в курдских районах начали расширяться так называемые запретные зоны, ставшие впоследствии местами массовых убийств. Во время Ирано-Иракской войны Багдад начинает проводить жесткие зачистки запрещенных зон, а также форсировать арабское заселение выгодных земель и фактически проводить этническую чистку курдского населения. Эта репрессивная политика, включавшая секретные фильтрационные лагеря
и систематическое уничтожение поселений подготовило почву для крупномасштабной операции «Энфаль» в 1987 году. Осенью 1987 года Саддам Хусейн возложил на своего двоюродного брата Али Хасана Аль-Маджида особые полномочия по курдскому вопросу. Ему были подчинены 1 и 5 корпусы иракской армии, расположенные в Киркуке и Эрбиле, а также Главное управление безопасности и Главное управление военной разведки. Согласно докладу Human Rights Watch «Геноцид в Ираке», 2 документа закрепляли его особые полномочия. Декрет номер 160 от 29 марта 1987 года обязывал все государственные органы, как военные, так и гражданские, подчиняться распоряжениям Аль-Маджида. Указ Саддама Хусейна от 20 апреля 1987 года поручал ему формировать бюджет Комитета по делам Севера. Революционный совет командования под руководством Саддама предоставил Аль-Маджиду полную власть и руководство операциями на северных территориях на 2 года. Кем был брат Саддама Хусейна, которого еще прозвали химический Али? По официальной версии, Али Аль-Маджид родился в 1941 году в Тикрите, но точная дата его рождения не установлена. Как и его двоюродный брат, он принадлежал к племени Абу-Насир и рос в бедной семье. Он работал на мотоцикле курьером и водителем в иракской армии. Опираясь на поддержку двоюродного брата, Али быстро поднимался по карьерной лестнице. После вступления в партию Баас он сначала стал помощником министра обороны Ирака Хамади Шихаба, затем главой правительства в Бюро безопасности. В 1979 году Саддам Хусейн вступил на пост президента страны, и Али Хасан стал одним из его ближайших военных советников. Он также руководил вторжением и оккупацией Кувейта. С августа по ноябрь 1990 года являлся губернатором Эмирата Кувейт. После захвата Кувейта он даже переименовал захваченную территорию в новую провинцию Ирака – Садамия, в честь своего брата. А спустя годы этот человек станет самым страшным лицом всего Ирака, намного страшнее, чем его брат. В войсках и партийных документах операция «Энфаль», в переводе «Трофеи», название 8 суры Корана была объявлена борьбой с саботажниками и милитаризованными предателями, но на самом деле ее цель состояла в коренном уничтожении курдского сопротивления. Главной задачей стало массовое очищение районов, освобождаемых от повстанцев, депортация крестьян, уничтожение деревень и поселений и захват ценностей. При этом не щадили даже женщин, детей и стариков. Число жертв оценивается в десятки тысяч, а по подсчетам Human Rights Watch в ходе «Энфаля» было убито не менее 50, а возможно и до 200 тысяч мирных курдов. Операция «Энфаль» проводилась по строго распланированному графику и состояла из 8 этапов, прошедших с февраля по сентябрь 1988 года. Типичный сценарий каждой фазы включал массированные авианалетные бомбардировки, применение химического оружия по гражданским целям, а затем наступление сухопутных войск и местных милиций. После бомбардировок следовали штурм сел, уничтожение домов, аресты жителей, особенно мужчин и подростков, которых в обязательном порядке потом казнили, а именно через массовые расстрелы. Также выживших депортировали в лагеря типа Муджама, концентрационные лагеря. Действия сопровождались стихийным грабежом домашнего скота и имущества курдов. Такой механизм геноцида повторялся на каждом этапе. Что это были за 8 этапов? Давайте быстро пробежимся по каждому из них, чтобы вы понимали хронологию. Первый «Энфаль». Штурм горного района вокруг Эрбиля, где располагался главный штаб повстанцев, удерживаемый курдскими формированиями местности Сергалу и Бергалу. Все происходило по отработанной еще в 1975 году схеме. Операция «Энфаль» была не первой попыткой окончательного решения курдского вопроса в Ираке. Баасистское правительство еще в 1975 году предприняло нечто похожее, выселив приблизительно 200 тысяч человек, вдумайтесь в эту цифру, из Курдистана, но из-за применения химического оружия операция «Энфаль»
сильно выделялась на фоне всех остальных попыток иракских сил ликвидировать курдов. Иракские войска в течение 3 недель блокировали курдские поселения, уничтожали их дома и продовольственные запасы, а всех мужчин старше 15 расстреливали. Второй Анфаль – аналогичная зачистка района Карадак на северо-востоке Эрбиля, за которой следовали казни и депортации оставшихся жителей. Третий Анфаль – наступление и зачистка в регионе Гермиан на востоке Курдистана к югу от Киркука, где располагались базы повстанцев. Четвертый Анфаль – операция в долине Малого Заб, юго-запад Эрбиля. Самый короткий этап – 5 дней зачисток. Пятый Анфаль – массированная кампания в горных районах к северо-востоку от Эрбиля, встретившая неожиданно сильное сопротивление. Операция была приостановлена 7 июня в связи с боевыми потерями. 6 и 7 Анфаль. После недельной паузы операция возобновилась в июле и повторялась в августе. Заключительный, финальный Анфаль. Армия перешла в наступление в регионе Бадинан, Дахук, на северо-западе Курдистана. За несколько дней кампания была завершена, и к 6 сентября режим сделал заявление о всеобщей амнистии для курдов, фактически признав победу. За время этих 8 этапов 4000 деревень были полностью стерты с лица земли, уничтожено 3839 поселений, 1757 школ, 2457 мечетей, 271 госпиталь. Десятки тысяч мирных курдов погибли в огне боев, подверглись казням или стали жертвами химических атак. Еще больше людей было рассеяно по выжженным землям. Каждый этап завершался массовым вывозом населения в лагеря либо в отдаленные пустоши. В 1988 году Халабджа была захвачена иранскими войсками и курдскими формированиями Пешмерга. Естественно, мирные жители, ненавидящие Хусейна, решили поддержать иранцев и военные формирования курдов. В ночь с 16 на 17 марта 1988 года иракские самолеты сбросили на Халабджу бомбы с боеголовками с горчичным газом и нервно-паралитическими агентами. Химические бомбы с различными отравляющими веществами включали в себя иприт, зарин, табун и газ VX, один из самых мощных отравляющих веществ за всю историю. По разным данным, в этой, одной из самых крупных химических атак в истории, погибло от 5 до 7 тысяч человек, преимущественно женщины, дети и старики, оказавшиеся в досягаемости отравляющего облака. В различных источниках чаще всего упоминается около 5000 погибших и 20 тысяч пострадавших. Среди погибших особенно много детей, поскольку использованные газы тяжелее воздуха и скапливались у поверхности земли. Согласно собранным правозащитниками показаниям свидетелей, оставшиеся на улице люди ясно видели, что это иракские, а не иранские самолеты. Они летели так низко, что можно было видеть их опознавательные знаки. Организация по запрещению химического оружия также обвиняла в применении газа Саддама Хусейна. Независимые расследования отмечают, что в Халабдже был применен именно иприт и зарин, находившийся на вооружении Ирака. О целенаправленном использовании химического оружия против курдов свидетельствуют те же аудиокассеты выступлений Али Хасана Аль-Маджида. Джаляль Талабани, курдско-иракский политик, просил меня открыть специальный канал связи с ним. В тот же вечер я отправился в Сулейманию и атаковал его с применением спецсредств. Это был мой ответ. Мы продолжали депортацию. Я предупредил милицейских командиров, которые не хотели никуда уезжать из своих сел, что села все равно будут уничтожены. Против них будут предприняты химические атаки, и они погибнут. Я уничтожу их химическим оружием. И кто мне что скажет? Международное сообщество? Да плевать на него и на тех, кто к нему прислушивается. Согласно военным документам и свидетельствам выживших, в первый год после назначения он отдал распоряжение не оставлять ни одного дома в насаждениях курдам. Уже весной 1988 года под его руководством был отработан метод коллективизации.
Сотни деревень взрывались и сжигались, а люди свозились в лагеря. К следующему лету в этом регионе не останется сел, будут одни лагеря. С этого момента я не позволю провозить в села муку, сахар, керосин и воду, запрещу проводить электричество. Пусть они приходят сюда и послушают, что я им говорю. Также мы вышлем курдов из Мосула безо всякой компенсации. Мы разрушим их дома. Это собаки, и мы их раздавим. Мы прочтем им обязательства. Каждый курд должен понять. Я такой-то, такой-то понимаю, что должен жить в автономном районе. В противном случае я готов принять любое наказание вплоть до смертной казни. Именно при покровительстве Аль-Маджида и был реализован план Анфаль от начала и до конца. По сведениям правозащитников, именно он стал человеком, запустившим геноцид в отношении курдов. Первоначально события в Халабже не вызвали большого международного резонанса, поскольку в ирано-иракском конфликте симпатии многих стран и международных организаций склонялись на сторону Ирака. Фотографии многочисленных жертв, главным образом женщин и детей, появлялись преимущественно в иранской прессе. В ряде заявлений официальных лиц США ответственность за химические бомбардировки Халабджи возлагалась на иранскую сторону. Независимые расследования начала 1990-х, проведенные Human Rights Watch и другими организациями, сделали основной версию об иракской ответственности за бомбардировки. Эпизод с бомбардировками Халабджи включен в обвинительное заключение по делу Саддама Хусейна в слушаниях Иракского особого трибунала. Кроме того, 23 декабря 2005 года состоялось решение суда в Нидерландах, приговорившего к 15 годам тюрьмы голландца Франса ван Анраата, бизнесмена, который в 1984-1989 годах поставлял в Ирак сырье для изготовления химического оружия. По подсчетам Amnesty и Human Rights Watch, в ходе всей операции Анфаль убито как минимум 50 и, вероятно, до 200 тысяч курдов. При этом убитые в основном мирное население. К ним следует добавить тысячи исчезнувших без вести, чьи тела впоследствии были найдены в массированных братских захоронениях. Иракские власти за год войны уничтожили около 4000 курдских поселений, а к концу 1980-х столь массовое опустошение территории оставляло сотни тысяч крестьян без крова. Среди выживших десятки тысяч беженцев оказались в лагерях Абёйдин или Шойреш, где многие погибли от болезней и голода. Иными словами, операция Анфаль унесла жизни сотен тысяч людей и разрушила социальную ткань Курдистана. Мировая реакция на эти преступления оказалась почти нулевой. До конца Ирано-Иракской войны в 1988 году сведения о геноциде практически не доходили до широкой общественности. Во-первых, иракская цензура. Во-вторых, союз Ирака с Западом по ограничению влияния Ирана. Дело в том, что в 1979 году в Иране происходит государственно-религиозный переворот, и к власти приходят радикалы, фундаменталисты и свергают того самого шаха Пехлеви, последнего короля Ирана и союзника США. И даже, кто не знал, друга Израиля. Для абсолютного большинства мусульманских стран, а это 80%, Иран является сектантом, так как они шииты, когда подавляющее большинство мусульман – сунниты. Кто не знал, режим аятолл и сейчас правит в Иране и воюет со всеми через свои террористические группировки. А как отмечают исследователи, система иракских репрессий практически не замечалась международным сообществом. Даже армянские газеты, британская пресса или ООН получили лишь урезанные сообщения. Отдельные правозащитные организации не могли добиться расследования до начала 1990-х годов. Арабские СМИ, за исключением независимых сирийских каналов, замалчивали операцию. Официальная иракская пропаганда изображала все как внутреннюю борьбу с бандитами, и население соседних стран чаще верило пропаганде. Лишь после войны в Персидском заливе 1991 года ситуация изменилась. Сотни тысяч курдских беженцев вышли к границам Турции и Ирана, и Совет Безопасности ООН принял резолюцию 688, открыв дорогу к созданию зоны безопасности на севере Ирака для защиты курдов. Постепенно начали публиковаться свидетельства из лагерей и разграбленных деревень, воспоминания выживших и кадры раскопанных братских могил.
В июне 2007 года перед судом предстали 6 высокопоставленных обвиняемых, включая химического Али Аль-Маджида, командиров армии и главы разведки. Всем им предъявили обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, от умышленного убийства до депортации и применения химического оружия. Суд признавал, в масштабах Анфаля скрывается именно преднамеренное уничтожение курдской нации. В октябре 2010 года химический Али был признан виновным в иракском Анфале и приговорен к смертной казни. Хусейн Рашид Мухаммед – смертная казнь. Сабир ад-Дури – пожизненное заключение. Фархан Мутлак Аль-Джабури – пожизненное заключение. Султан Хашим Ахмад – 15 лет тюрьмы. Таким образом, многие виновные понесли наказание, хотя долгие годы оставались безнаказанными. Операция Анфаль стала одним из самых кровавых преступлений против человечности в истории современного Ближнего Востока. Анфали даже называют ближневосточным холокостом по замыслу, усиленному на уничтожение мирного населения. Международно-правовая оценка ясна. По всем признакам это холокост и варварское нарушение прав человека.